Всем привет, вы на канале Stealth Cat, и сегодня я сделаю обзор на свое первое видео «Патруль серафитов». У меня, к сожалению, образовалась какая-то непонятная аллергия, поэтому у меня, возможно, на видео будет красный нос, я буду немножко гундосить, но не обращайте внимания, так как не это главное. Итак, погнали. Значит, в самом начале у нас будет две пары патрульных, справа и слева, один из них с факелом. Их можно убрать как сначала левых, потом правых, можно сначала правых, левых, но я решил убирать, я пробовал по-разному, но я решил убирать сначала патрульных слева, потому что у них слишком большой разброс, они слишком у них большая площадь патрулирования, нежели те патрульные, которые слева. Поэтому я сначала выбираю этих. Ползем на пузе, берем черную девушку. Я ее подводил, но можно ее не подводить. Вот к дереву подвел, ее можно там же завалить. Ничего страшного. В данном случае серафит с факелом увидел, что что-то не то. Ну и я его тоже завалил. Получилось, в принципе, довольно-таки прикольно. Ну, мне понравилось, как это в итоге вышло. Вот. А так его валишь или на том месте, где он крутится, или чуть дальше он начинает уходить по своему маршруту патрулирования, и за ним идешь и, собственно, валишь. Здесь я аккуратно смотрю, чтобы меня не заметили справа. И смело бегу по кустам, потому что, во-первых, это кусты, ну, папоротник, да? А во-вторых, на таком большом расстоянии тебя не видно. Я заметил, что они не видят, даже если они обращены в твою сторону. В данном случае эту пару, их можно завалить по отдельности в разных точках их патрулирования. Вот. Я видел много видео, где их валили вот где-то в этом районе, у машины, у Хаммера, который немножко слева от Элли сейчас. Человек валил женщину, потом чуть дальше валил серафита с факелом. Я придумал для себя вот такую стратегию, и я ее применяю всегда, и я очень много раз это делал, это реально работает. Валишь сначала серафита с факелом, и можно даже не уходить никуда, то есть, как можно наблюдать из видео, я просто сижу и наблюдаю, как идет серафит женщина. Она меня не видит, она сюда никогда не поворачивается. Она поворачивается в другую сторону, ты ее провожаешь. Ну и в какой-то момент, удобно для тебя, ты ее, собственно, валишь, как это происходит сейчас. Далее мы можем пойти вправо, можем пойти влево. Я пошел влево, то есть в обратную сторону. Я пробовал разные тактики. Можно сделать и так, и так. Вообще, эту локацию можно пройти стелсом, вообще стелсом. То есть, просто тихо проходишь эту локацию, тебе вообще без убийств, без оружия, вообще без ничего. И без тревоги. То есть, они никакую тревогу не поднимают. Вот. У меня же задача положить всех с ножа на той или иной локации. Вообще всех, даже если и нет смысла. Мне просто это интересно. В данном случае молодого человека в капюшоне можно завалить вот в том месте, где он сейчас остановится. Можно завалить в другом месте, в которое он сейчас пойдет. Тоже остановится. Я пробовал и так, но более безопасно все-таки валить его вот в этом месте, куда я его сейчас провожаю. То есть это вот у этого поваленного дерева. Серафиты, которые слева, проверено, они не видят ничего, не замечают, даже если они подходят ближе. Я сейчас вам покажу, куда. Вообще проблем нет, валишь его вообще нормально. Сюда его можно валить прямо у этого дерева. Вот. Ну, это просто по привычке, ну и так более кинематографичнее. То есть, мол, ты труп прячешь, так скажем.
Здесь мы встречаем двух серафиток, получается, женщин. Одна с мачете, вот она подошла. И вторая, получается, в капюшоне. У нее более длинный маршрут патрулирования. Завалить их можно, опять же, можно сначала с мачете, потом в капюшоне, можно наоборот, это не важно. Но в данном случае, зная маршрут патрулирования женщины в капюшоне, я, поняв то, что она далеко еще и далеко там ходить, я решил сначала завалить вот эту женщину с мачете. Ее можно по-разному валить. Сейчас я ее отвожу, чтобы ее никто не увидел. Но в данной локации я применял такую же тактику, какую и частенько применяю. И в локации госпиталь, это будет следующее видео, вы там можете понаблюдать, как я применяю тактику на живца, так скажем, да, или тактика приманка. То есть вы специально оставляете труп в надежде, что на него отреагирует другой персонаж, начнет к нему медленно подходить, и вы в тот момент его можете также убрать. Вот. В данном случае я сделал вот так. Как я уже сказал, можно на живца попробовать. Ну, не то, что попробовать, получится, не получится, получится. Ну, я решил сделать так. В данном случае ничего сложного нет. Он сюда не заглядывает, ничего не видит. Серафит, который впереди. Главное, когда вы будете к нему подходить, немножко держаться все-таки правее. Потому что, когда идешь прямо по траектории, он иногда, бывает, вас замечает. Не всегда, но, как показала практика, это не закономерность. То есть, все-таки нужно немножко правее держаться, тогда он 100% вас не заметит. Опять же, его можно валить на месте, но я решил сделать немножко покрасивее, как в кино, так скажем, да, завести его за фургон, чтобы, мол, его никто не увидел. Хотя его никто и не увидит, даже если его на месте завалю, нормально все будет. Здесь мы бутылочку подбираем, я ничего не беру, потому что, ну, это просто гайд, это просто бой. В данном случае есть женщина-серафит, вот дальше. У нее большой маршрут патрулирования, но можно подождать, пока она придет немножко ближе, вы ее увидите, когда она уйдет, можете начинать движение. Но так как я уже знаю маршрут ее движения, если она долго не появлялась, значит она где-то далеко. Поэтому я сейчас смело пошел, вот, получается, следить вот за этой женщиной-серафитом. Эту женщину тоже можно убрать в разных точках ее патрулирования. Но в данном случае я решил сделать вот именно так. Можно обойти справа от машины, но опять же, там есть риск, что вас заметят серафиты, которые сверху дали. Там дырка просто в мосту. Вот. Поэтому я чаще всего валю ее вот здесь. Мне тоже не надо никуда оттаскивать, никто там ее не увидит. То есть просто валите там, где она есть, и все. В данной части локации можно, вот как я сейчас на видео, да, пройти сюда, а можно дальше пройти вдоль моста и сначала завалить серафита чернокожего, который вот дальше, вот который ближний к нам, это белокожий лысый. Вы его, получается, сначала валите, вот, потом чернокожего, по-моему, чернокожий, не помню. Вот. Но я делаю так и так. То есть, вон он, второй чернокожий, дальше на горизонте. Я сначала его валил, когда, собственно, вот этот лысый был здесь, и он не видел из-за фургона нас. Вот. Потом валишь его. Ну, блин, я сделал так, и ну, я не думаю, что в этом какая-то критичная разница. Там его валить ни в коем случае нельзя, потому что он стоит на обрыве. Обрыв очень просматриваемый. Потому что внизу осталась последняя женщина, серафит.
и она может увидеть, как вы будете его ликвидировать, собственно. Поэтому я жду, пока он подойдет на свою вторую точку, где он останавливается. И смело его валю, потому что сверху, точнее снизу, женщина-серафит не видит ничего. Вот, и продолжаешь, собственно, движение вперед. Вот здесь можно тормознуть и посмотреть, на какой стадии патрулирования находится женщина-серафит. Она там немножко задерживается, я это знаю, поэтому я смело спрыгиваю и иду вот за эти бетонные ограждения. Ждем, нападаем сзади, валим за бетонные ограждения, чтобы труп не был виден. Потому что если вы завалите ее на месте, этот труп увидит, по-моему, лучник в капюшоне, и они поднимут тревогу и уже, получается, не будут привязаны к своей локации патрулирования, к своему маршруту патрулирования. И, вам же хуже будет в плане того, что это уже, их маршрут, он уже непредсказуем, поэтому будет сложнее их завалить по одному, чтобы никто не увидел. Я держусь изо всех сил, чтобы не чихнуть, поэтому, если не сложно, поставьте лайки. У меня нет привычки выпрашивать лайки и подписки, но сейчас прям мне реально тяжко. Но ничего. Значит так, извиняюсь за шмыги еще раз. Сначала валим женщину-серафита с ружьем. Вот он, мужчина лысый белый, он уходит. Ползем под грузовой автомобиль. Видим ноги серафита женщины. Пропускаем ее немножко вперед. Берем и заводим за грузовик. Ее можно валить уже за капотом грузовика, что я сейчас, собственно, и сделал. Стик можно также немножко вправо отодвинуть, чтобы траектория падения трупа была немножко правее. Здесь же мне немножко повезло. Я не думал, что он обернется, но он меня не увидел. Мне повезло. Вот. Но в целом тактика такая. Я его валю здесь. Никто его не видит. Я выхожу из-под грузовой машины и валю его. Никто не замечает. У нас осталось два серафита. Получается, дальняя женщина и ближний лучник-мужчина в капюшоне. Его валим вот здесь, где я сейчас прохожу. Придется немножко потупить, так скажем, пообходить Хаммер заброшенный, ржавый. И я думаю, что мы его и тут и завалим. Да я не думаю, я знаю. Сейчас он сюда придет. Я решил на этом, то есть вот сейчас лучник и женщина-серафит с мачете, я решил на этом закончить, потому что, я считаю, что эту локацию целостной, так скажем, да, именно вот до этого момента, то есть до момента перепрыгивания вот этой трещины, да, то есть потом там нас ждет трое серафитов, там, да, по-моему, 2 лучника и 1 бугай здоровый, вот. Там я не стал записывать, потому что их валишь, разными способами. Это никакого труда не составляет. И плюс это никак не относится уже к стелс-убийствам. То есть это уже брутальный геймплей такой жесткий. Вот, поэтому я не стал. Это никак не относится к видео, поэтому я не стал туда проходить. Баран ясно, то, что это можно сделать, но это уже не стелс-убийство, поэтому я решил просто... Да. В конце я показываю уровень сложности, то, что это действительно реализм. В видео, и тут суицид небольшой.
В другом видео госпиталь я снимал, я не показал то, что это реализм, но это реализм. Во всех моих видео я прохожу все на реализме, потому что в этом и, собственно, весь интерес. Так что спасибо за просмотр, извините за мою аллергию, возможно, красный нос, но так бывает, поэтому, но я просто очень сильно хотел записать это видео, очень долго лелеял эту запись, в итоге сделал, поэтому спасибо большое. Если хотите, подписывайтесь, не хотите, не подписывайтесь, ставьте лайки, не ставьте лайки, ставьте дизлайки и так далее, и так далее. Я рад, что ты посмотрел мое видео. Возможно, я чем-то тебе помог. Есть очень много разных видео, но подобных, так скажем, жестких я не видел. Ну, чтобы прям вот всех с ножа там и так далее. Я сейчас не кичусь этим, не горжусь, ничего. Просто я решил, ну как я задался целью, типа, а возможно ли в той или иной локации сделать так? Ну, оказывается, возможно. Уже в 2 как минимум. Будем продолжать. Я буду смотреть, какие локации можно пройти только с ножом. Ну, или по минималке, то есть с ножом, с топором, с бутылкой, или с ножом, с одной пулей, с одной стрелой, там, и так далее, и так далее, и так далее. Так что, хотите следить, подписывайтесь. Не могу сказать, как часто будут видосы, но они будут, поэтому, если они вам интересны, как бы, подпишитесь. Там, колокольчик, сами, как знаете, короче. Всех обнял. Пока.